Качество искусственного интеллекта растет, и в последний год мы увидели большой скачок, намного лучшие результаты, потому что я помню, когда ChatGPT появился, многие эксперты сказали, искусственный интеллект никогда не заберет работу у людей. Сегодня мы видим абсолютно другую картину. Искусственный интеллект забирает работу у людей, многих увольняют, и сегодня можно получить классные результаты, используя искусственный интеллект, но при этом многие контент-креаторы не знают, как это сделать. И в этом видео я хочу поделиться с тобой, как ты можешь использовать искусственный интеллект для того, чтобы получить реально классные результаты в Google. Юзеры, твои покупатели полюбят контент, и твой проект будет расти. Давай начнем с самого простого элемента, что когда ChatGPT появился, качество генерации контента было низкое, поэтому многие контент-креаторы сказали, что ChatGPT никогда не сможет конкурировать, но после этого появилось множество апдейтов, скачок просто огромный, и новые модели появились, в том же ChatGPT появились другие тулы, Claude, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Grok, много других тулов, которые действительно могут создавать классный контент. И для того, чтобы это делать, первое, что очень важно и необходимо, это знать одну тему. То есть быть экспертом в одной теме. Например, я не могу создать классный контент там про недвижимость. Почему? Потому что я не работаю на рынке недвижимости, не продаю квартиры, дома, не сдаю их в аренды. И у меня опыт очень минимальный, найти себе жилье, снять и все. То есть согласно моим требованиям. Важно быть экспертом. То есть эксперты, они могут спросить правильные вопросы в искусственном интеллекте, чтобы получить качественные ответы. ChatGPT или любой другой тул можно направлять просто в миллион разных направлений. Разные виды писанины, там, допустим, там разговорный стиль, академический стиль, расписать вашу целевую аудиторию, детская аудитория, взрослая, женщины. То есть, когда вы задаете правильные вопросы, тогда ChatGPT, конечно же, генерирует классные ответы. Поэтому эксперты могут сегодня действительно создавать классный контент. Если не эксперты, то качество низкое. Второй вариант, какой сегодня очень важно, это уметь писать. То есть те, кто не умеют писать, они тоже не могут создать классный контент. По одной простой причине, что без опыта вы не можете проверить качество написанного контента. И писатели, которые потратили много времени на писанину, они могут писать контент, который провоцирует любопытство в начале, какой-то сторителлинг и удерживает до самого конца. Сегодня вот показатели отказов на сайтах очень высокие, и когда Google видит, что люди уходят из самого начала, соответственно, Google такой контент не ранжирует. Поэтому сегодня user experience играет огромную роль. И писатели, которые умеют писать так, чтобы людям было интересно читать, они получают высокие результаты. К примеру, я общался с одними из менеджеров, которые прям начинали с самого начала в Business Insider, потом компания была продана за $500 миллионов, и они мне сказали, что их успех зависит от того, что они создавали не скучный контент, то есть там контент про бизнес, контент скучный, но они создавали не скучный, и поэтому у них были прям огромные результаты. И сегодня, если посмотреть показатели отказов там в YouTube, в любом веб-сайт-контенте, аудиоподкастах, практически одно и то же. То есть люди покидают с самого начала. Если основная масса людей покинула в начале, соответственно, Google такое ранжировать не будет. Поэтому те, кто умеет писать, они умеют упростить, они умеют провоцировать какие-то эмоции, они умеют удержать. Поэтому второй важный скилл – это именно писать. И третий важный скилл – это постоянно тестировать разные варианты с чатом GPT или какими-то другими тулами. Важно именно играться с результатами, задавать какие-то новые промпты, читать кейс-стадии, анализировать, потому что без опыта именно генерации контента результата высокого не будет. Поэтому важно много писать, важно много быть экспертом одной ниши и постоянно играться с этим тулом. И я вам хочу показать наш AI Agent, и смотрите наш контент-эдитор, как он работает. К примеру, смотрите, я возьму вот эту страницу, добавлю в наш контент-эдитор, то есть если я хочу сделать апдейт по какой-то странице,
Все, что мне необходимо, просто скопировать ссылку и вытащить контент на страницу. Здесь вы можете уже работать с этим контентом. Это отнимает какое-то время, потому что все-таки контент не маленький. Вот, смотрите, я вытащил контент. И мы анализируем сразу SEO-параметры, читабельности, grammar. И все, что вам необходимо, вы можете работать прямо здесь. Вам не надо ChatGPT, какие-то другие тулы, потому что вы здесь анализируете результаты в Google. Вы тут можете посмотреть, какие у вас уже есть заголовки, какие у вас есть ключевые слова. Можете посмотреть, допустим, как написаны предложения, тяжело, легко или средний, passive voice, то есть вы эти все параметры можете анализировать. Если вам необходимо, к примеру, сгенерировать какой-то контент, все, что вам необходимо сделать, просто выбрать вид генерации, там, допустим, хотите добавить какие-то факты, да, вот нажимаете на эту генерацию, оно отнимает какое-то время, генерирует контент. Если вам необходимо поменять ключевое слово под Google, например, там, вот смотрите, уже сгенерировало какой-то факт, все, что вам необходимо, это просто отредактировать, допустим, SEO AI трафик. Смотрите, просто берете любой ключ, добавляете, смотрите, какой контент создали те, кто в топе, анализируете их заголовки, их ключевые слова, можете брать какие-то идеи, добавлять в свой контент, то есть все, что вам необходимо делать, вы просто работаете в этом туле, смотрите, вот, допустим, вот is an AI SEO tool, да, вот, допустим, вам понравилось это ключевое слово, вставляете сюда, в контент-эдитор и генерируете какой-то новый вариант. Допустим, используйте там, можете даже вот задать какой-то промпт. Describe best AI SEO tools. Вот. Задаете прям промпт. И прямо здесь все это генерируете намного качественнее, потому что, еще раз повторяюсь, вы анализируете все показатели, которые уже есть. Здесь также можно использовать ключевые слова, также само копировать, вставлять контент-эдитор. Можете генерировать с помощью AI какие-то другие заголовки. Смотрите, вот у нас генерировало текст. Все, что необходимо уже над ним поработать. Вы можете копировать AI-хеддинги, AI-кейворды, также вставлять в контент. И самая главная фишка, что можно этим поделиться. Смотрите, просто вот делитесь с кем-то этой ссылкой, даете, и кто-то уже может вносить изменения, работать прямо в этом туле, просто выслать вам ссылку обратно. Очень удачно, очень легко, супер модель. Тут даже можно генерировать картинки, к примеру, смотрите, там, давайте какую-то картинку, там SEO Google Panda. Давайте вот этот возьмем. Мне просто самому интересно, что он сейчас генерирует. Давайте посмотрим, потому что когда задаются более какие-то конкретные запросы, там оранжевое окошко, да, то можно получить четко оранжевую окошко, да. Здесь мы проверим, как она поймет, что такое SEO Google Panda, да. Вот, смотрим, ну вот, даже я не знаю, панда это или нет, но вот она сгенерировала этот контент. Если будете задавать более правильные вопросы, получите получше результаты. Поэтому используйте этот контент-эдитор. Если необходима какая-то помощь от нашей компании, пожалуйста, засабмить свой реквест. Если ты хочешь создать свои AI-тулы, если ты хочешь их продвинуть, получать результаты, просто отправь свой реквест, мы проанализируем, дадим много инсайтов, и там ты уже сам примешь решение с нами работать, с другими работать, но мы знаем, как это делать и как получать результаты с помощью искусственного интеллекта. Если есть какие-то либо вопросы, обязательно спрашивай меня в комментариях, я отвечу на каждый комментарий, я их читаю, и до новых встреч!